Друзья, всем привет, на связи как всегда CloudGeo. Сегодня мы будем говорить о проекте Kingdom Clash на блокчейне VAX. У меня достаточно много мыслей касаемо этого проекта, и я надеюсь, что мой монолог поможет вам более детально разобраться в этой игре и принять какое-то решение о том, чтобы входить в эту игру или ее пропустить. Ну а перед тем, как мы перейдем к этому проекту, я хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации касаемо различных NFT проектов. Тут я показываю, с каких проектов я выхожу, в какие захожу, привожу различную статистику, пишу всякие новости и много другого всего интересного. Если вам это интересно, подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылочка на него будет находиться в описании к этому ролику. Что ж, давайте приступим, и я не буду здесь рассказывать, как выглядит сайт, что здесь все здорово с визуалом, потому что мы этот проект уже обсуждали с вами на стриме, и причем не на одном стриме, поэтому, если вам будет интересно, я думаю, вы сами найдете всю информацию и посмотрите. Мы здесь более детально углубимся в геймплей этой игры, что нам здесь нужно будет делать и на какой доход мы с вами сможем рассчитывать, и отсюда уже будем делать выводы, стоит ли заходить в эту игру или нет. Давайте поговорим вообще, что из себя представляет игра. Это обычная стратегия. Если кто-то из вас играл в такие браузерки, как Travian, то вы поймете, что здесь практически это полный ее аналог. То есть у нас здесь есть своя земля, да, которую, во-первых, нам нужно будет купить. Она продается в виде NFT. То есть вот все вот эти вот ячейки — это NFT-шка моя, на которой я размещаю другие NFT-шки в виде своих зданий. У нас есть центральное здание, ратуша, как ее обычно называют, которое мы можем улучшать. У нас здесь есть склады, и у нас здесь есть добывающие, скажем так, предприятия, которые позволяют нам добывать ресурсы. Ресурсы у нас, значит, дерево. Вот оно, здание дерева. Дальше у нас еда, ресурс. Дальше у нас ресурс золота, и последний ресурс — это у нас камень. То есть у нас 4 вида ресурса, и еще один вид ресурса — это, скажем так, главный вид ресурса. Это то, что нам дает вот эта вот ратуша, вот такие вот коронки. И эти коронки также будут использоваться для того, чтобы строить, улучшать различные здания и, в общем, повышать свою эффективность в этой игре. Перед тем, как вы зайдете в игру, вам предложат выбрать расу из 3 возможных рас, и у каждой из этих рас будут свои преимущества и недостатки. Об этом мы поговорим с вами чуть позднее. После того, как вы покупаете землю, на которой вы можете размещать свои здания, вы получаете координаты на карте, и тут есть также карта, на которой вы можете смотреть, да, можете посмотреть ваших соседей, кто здесь строится, кто развивается и так далее. В общем, это действительно полный аналог практически игры Travian, в которой просто нужно все время строить, все время что-то улучшать, все время делать какие-то войска, отправлять их куда-то. Вот такой вот вид NFT игры, и сам жанр мне интересен, мне это все нравится, но тут важно понимать то, что на этой игре много заработать сразу просто никак не получится, потому что здесь огромный период по улучшению различных строений, по улучшению различных замков, по улучшению различных войск, и вам этот период нужно пройти, чтобы выйти на тот уровень, который позволит вам действительно зарабатывать какие-то неплохие деньги. И как вы уже могли понять, этот период будет длиться достаточно долго, и об этом мы с вами сегодня поговорим, насколько целесообразно заходить в эту игру, чтобы сидеть в ней, там, не знаю, несколько месяцев или еще больше, чтобы потом в будущем выйти на какой-то доход, если этот доход к тому времени еще в этой игре будет. Очень важно понимать то, что здесь вот эти вот строения, они также есть различные редкости, от коммонки до легендарки. И покупать коммонки не совсем целесообразно, потому что они приносят, ну, очень мало. Вот посмотрите, у меня сейчас 3 уровень здания, который добывает лес, да, и сейчас он добывает 1,3 дерева в час. И когда я его улучшу, он станет добывать 1,5 дерева в час. То есть, а для того, чтобы его улучшить, посмотрите, сколько ресурсов мне нужно потратить и через какое время я смогу все это дело себе вернуть, для того, чтобы просто выйти в ноль после того, как я повышу уровень этого здания. И все здесь завязано именно на этом. Мы, конечно же, будем прокачивать это здание. Я нажимаю Level Up. Но вот посмотрите, у меня есть эпическая шахта камня. Она 1-го уровня, и она сразу уже приносит 10,4 камня в час, потому что это эпическая шахта. И, повторюсь, здесь очень много зависит от того, какой редкости у вас здание, какой редкости у вас строение. Более подробно с этой информацией мы, конечно же, можем ознакомиться в белой бумаге, и отсюда мы с вами и сможем провести какие-то расчеты, потому что здесь у нас есть табличка, которая показывает, сколько какое здание будет приносить на том или ином уровне и при той или иной редкости.
Чтобы вы могли понять, о чем я говорю, я проведу сейчас при вас некоторые расчеты, в которых покажу, сколько получает коммонка на своем последнем уровне. Здесь коммонка может развиваться только до 5-го уровня. И сколько получает здание самого последнего уровня эпическое. И мы просто сравним, какая большая здесь разница. Для того, чтобы это все посчитать, я беру то, сколько добывает коммонка в час. Это у нас лесопилка, да? Она добывает 1,75 дерева в час. Мы 1,75 умножаем на 24 для того, чтобы понять, сколько будет приносить, сколько мы будем получать дерева за один день. Теперь мы заходим на Alcor и смотрим, сколько у нас сейчас курс дерева. Курс дерева у нас 0,044. И наше количество дерева, полученное в день, мы умножаем на это число 0,044. И мы получаем, что в день коммонка на последнем уровне нам будет приносить 1,84 вакса. Это очень-очень мало. Допустим, у нас 2 таких здания, да, ну умножим на 2. Это все равно будет очень мало. Это 3,7 вакса в день. Это очень мало, ребят, для таких игр. Поэтому, ну, имейте это в виду, что покупать коммонки это только вот для тех ребят, у которых бюджет не очень большой, потому что, ну, доход здесь будет действительно небольшой. Давайте теперь посчитаем, сколько будет приносить нам эпическое здание на последнем уровне. Мы 68 умножаем на 24, получаем 1528, и также мы умножаем на курс дерева, который сейчас у нас есть на Алкоре, 0,044. И тут мы уже получаем 67 ваксов в день. И согласитесь, что это уже в принципе неплохая сумма, да, если мы 67 ваксов, которые мы получаем в день, умножим на 30, да, то есть сколько мы будем получать в месяц примерно, и переведем это в доллары, то мы увидим, что это $185 в месяц на практически полном пассиве, и это уже неплохо. Но обратите внимание на то, чтобы развить свое здание до 15 уровня, если у вас редкость эпическая, вам понадобится целая уйма ресурсов, вам понадобится очень и очень много ресурсов, потому что, чтобы первый уровень перевести на второй уровень, эпическую NFT, да, посмотрите, сколько ресурсов вам нужно будет на это потратить, и это все будет делаться еще 1,5 часа. А чем дальше, чем больше уровень, тем это будет больше по времени и затратнее по ресурсам. И поэтому, насколько это целесообразно и как это может быстро окупиться с учетом того, что курс на токены будет плавать, это большой вопрос, и предсказать это практически невозможно. Отсюда можно сделать вывод, что покупая более редкие NFT-шки, мы с вами попадаем в такой замок. Если мы покупаем коммонки, то мы получаем очень мало денег, а если мы покупаем эпические NFT, то нам придется вкладывать очень много ресурсов, и неизвестно, окупимся мы или нет. И что выбрать из этого всего? И я думаю, что самое разумное — это остановиться на вот таких вот рарках, да. Они будут что-то среднее между коммонками и эпическими NFT. Тут менее затратны по ресурсам они для развития, да, и также здесь есть механика того, что мы можем улучшать редкость своих NFT. К примеру, вот у меня коммонка лесная, да, если я захожу в бленд, то я могу еще одну коммонку сюда поставить, такую же, да, и превратить ее в более редкую NFT, то есть повысить ее редкость. Опять же, здесь будет запрашиваться токен, и поэтому, ребят, я думаю, вы уже поняли, что здесь все вот завязано на этом развитии, и что первые месяцы особо игроки здесь зарабатывать просто не будут, если, конечно же, не вложат сюда огромные суммы для того, чтобы закупить ресурсы и развить все свои вот эти вот здания, все свои склады, все свои ратуши. Поэтому нужно понимать то, что это игра в долгосрок, однозначно это игра в долгосрок, и в будущем разработчики обещают нам обновления с войсками, да, где мы сможем с вами воевать, у кого-то там захватывать ресурсы, здания и так далее, и много других обновлений, и нужно все это время будет ждать и все это время развиваться без особого получения дохода от этой игры, потому что здесь практически все, что вы получаете на ранних этапах, по идее нужно сюда реинвестировать. Конечно же, я не супер гуру таких игр, как Travian. Я думаю, что если у меня есть зрители, которые долго играли в Travian, они подскажут, как лучше построить свою стратегию для развития этой игры, но мое мнение на данный момент именно такое.
Давайте еще немножко затронем тему выбора расы, потому что расу вам нужно будет выбрать перед тем, как вы начинаете играть. Я думаю, что это немаловажный пункт, который тоже нужно разобрать. Я выбрал расу Ясуда и, в принципе, могу объяснить, с чем это связано. Обратите внимание, что здесь написано, в принципе, все преимущества и недостатки той или иной расы. И тут видно, что у Ясуды все, в принципе, посерединке, кроме силы обороны. Да, у меня высокая сила обороны. Скорость войск у меня тоже высокая. Но сила нападения низкая. Что это означает? Это означает, что мне понадобится больше войск для того, чтобы получить такой же результат, как, допустим, может получить человек с расой Ганкс, потому что у него сила нападения высокая. Почему я выбрал именно Ясуду? Потому что я считаю, что сейчас время, когда нужно развиваться и развивать все свои здания, развивать, короче, свой вот этот вот замок. И к тому времени, когда выйдут войска, я уже буду настолько развить, что, в принципе, мне не составит труда сделать большое количество войск. Поэтому я выбрал Ясуда, потому что стоимость обучения войск здесь средняя, да, время обучения войск средняя, и стоимость исследования тоже средняя. Также я мог бы порекомендовать, наверное, вам Имунаби. Вот, тоже, в принципе, неплохая раса, а вот от ганксов я бы, наверное, предостерегся и не выбирал бы их, ну вот, если вы какой-то новичок и не супер разбираетесь в этих всех стратегиях. Опять же, это только мое дилетантское мнение, мой дилетантский взгляд, я вот такой логикой руководствовался, можете воспользоваться ею же, а может быть, у вас есть какая-то другая стратегия, другое мнение, и тогда уже выбирайте то, что вам по душе. Итак, хочу подвести небольшие итоги касаемо этого проекта. Значит, кому бы я рекомендовал сюда заходить, а кому бы не рекомендовал заходить. Первое. Сюда заходить я не рекомендую новичкам с небольшим банком. Почему? Потому что вы просто заморозите свои деньги на долгий период времени. Получить отсюда выхлоп вы сможете только через какой-то промежуток времени, и этот промежуток времени будет исчисляться, скорее всего, месяцами, ну, как минимум неделями. Поэтому, если вы новичок, у вас небольшой банк, вам стоит рассмотреть какую-то другую игру, в которой вы сможете заработать побыстрее. Такие проекты у нас бывают, которые быстро хайпуют, мы на них много зарабатываем, потом они умирают. Просто если вы сейчас заморозите свои деньги в этом проекте, и потом выйдет какая-то игра, на которой можно будет сделать хорошие иксы в течение там пары недель, то вы будете кусать локти, потому что вам неоткуда будет брать деньги, вы будете залазить в долги и так далее. То есть это просто моя рекомендация: новичкам с небольшим банком сюда не лезть. Кому стоит сюда заходить? Людям, у которых есть большой банк, прям большой банк, который там вы можете часть этого банка выделить сюда на эту игру, закупить ресурсов и побыстрее развиться, улучшить свои здания для того, чтобы в будущем получать здесь более стабильный доход. Ну и, конечно, рекомендую сюда заходить тем людям, которые любят подобного рода стратегии. Если вы играли в Травиан или какую-то такую игру и вам нравится этот жанр, тогда, конечно же, заходите, вы будете получать как минимум удовольствие от того, что вы играете в NFT игру с заработком, и она еще будет в вашем любимом жанре. Также хотелось бы сказать, что здесь есть большой простор для фантазии по развитию. Тут не обязательно строить, допустим, все здания там коммонки или рарки или эпические. Здесь можно действительно придумать различные стратегии развития вашего города, да. К примеру, вы можете купить одну эпическую здание, да, какое-то, которое будет приносить вам ресурсы, и вы будете только его развивать. Вы будете развивать только его, а так как это здание будет приносить вам много ресурсов, одного ресурса, да, то вы этот ресурс потом будете продавать на Алкоре, на эти деньги закупать другие ресурсы и снова улучшать это здание. И таким образом вы сможете быстрее развить это строение до 15 уровня, и потом оно уже у вас на максимальном уровне будет приносить много этого ресурса. Вы опять же будете его продавать на Алкоре, закупать другие ресурсы и по такому же принципу развивать уже другое здание, допустим, здание лесопилка или здание, которое будет добывать золото или еду. То есть здесь большой простор для фантазии, поэтому если кто-то из моих зрителей есть, вот прям, кто разбирается в этих стратегиях, кто понимает, как все здесь лучше сделать, с чего лучше начать, что сначала развивать, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я думаю, очень многим новичкам, да и мне будет это интересно почитать и будет очень и очень полезно.
И еще хотел бы добавить то, что меня часто спрашивают в комментариях, будет ли запускаться эта игра на мобильных устройствах. Да, на моем телефоне она запускается с браузера, и все в порядке. У меня телефон Galaxy Z Fold 3, то есть это Android. Я не знаю, как на яблоках будет оно работать или нет, но тут есть небольшая проблема в мобильной версии. В принципе, вы все можете делать в мобильной версии, кроме одного. Вот у меня не получается, допустим, депозитить сюда ресурсы из Alcora в игру. Почему? Потому что когда я с телефона нажимаю вот сюда вот, у меня не открывается клавиатура, и я просто не могу написать то количество ресурсов, которое мне нужно ввести в игру. Во всем остальном на мобильных устройствах здесь работает все точно так же, как и на компьютере, поэтому в принципе вы можете пользоваться, если вы заранее там задепозитите сюда много ресурсов. Но опять же стоит понимать, что для этого вам нужны хорошие склады, потому что тут есть ограничения на это все дело, сами должны это понимать. Поэтому, короче, на мобильных устройствах эта игра работает вот с такими небольшими помарками. Эту игру я рассматривал давно, мы несколько месяцев назад еще рассматривали ее на моих стримах, и вышла она в таком варианте, что сначала я относился к ней достаточно скептично, но все-таки решил провести эксперимент и зайти в нее, посмотреть, что у меня из всего этого получится. Я не планирую здесь заработать какие-то миллионы, мне просто интересно посмотреть подобного рода стратегии в NFT-индустрии, вот этот вот жанр, потому что таких игр сейчас немного, и я как минимум должен понять, что они из себя представляют, разобраться для того, чтобы в дальнейшем проводить более детальный анализ и понимать, на что я могу рассчитывать в таких играх. Если вам понравилось это видео, то поставьте ему, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой YouTube канал и подпишитесь на мой Telegram канал, потому что там еще больше информации касаемо различных NFT проектов. На этом все, всем удачи, всех обнимаю, всем профита, всем пока.